Делаем трендовую сумку гусь из пряжи из готовых петель Alize Puffy Fine. Это более маленькие петли, высота петли 2,5 см. Нам понадобится один моток белой пряжи, у меня это цвет 51, также можно взять молочный, это цвет 62, и совсем чуть-чуть желтой или оранжевой пряжи для клюва. Я буду использовать пряжу из этого мотка, цвет 113. Но, как я уже говорила, можно взять и оранжевый цвет для клюва, например, это номер 06. Также нам понадобятся глазки на безопасном креплении, подойдет размер 8 или 10 мм, и нам понадобится только один глаз. Или же, если есть черная пряжа, у меня это Alize Softy, из нее тоже можно будет вышить красивый аккуратный глазик. А из инструментов нам понадобятся только наши руки. Берем нашу белую пряжу, вначале оставляем кончик, проверяем, чтобы следующая петля хорошо держалась. Одна у меня разошлась, проверяю следующую. Следующая уже крепко держится. И начинаем мы с цепочки из 6 воздушных петель. Для этого мы берем вторую петлю и продеваем в первую. Затем следующую петлю в ту, что у нас осталось, предыдущую получается. Таким образом мы продеваем одну петлю в другую всего 6 раз. Должна получаться вот такая косичка. Готова наша цепочка из 6 воздушных петель. И я отмечаю последнюю петлю косички маркером, чтобы не потерять начало ряда. Так как дальше мы будем продевать столбики без накида в эти боковые стенки косички с одной и другой стороны. Мы начинаем наш первый ряд с прибавки. Последняя петля цепочки, которую мы отметили, будет считаться как первый полустолбик прибавки, и теперь нам нужно провязать второй. Мы провяжем его за боковую стенку следующей петли косички, получается в пятую. Для того, чтобы провязать столбик без накида, мы берем новую петлю с рабочей нити и таким образом продеваем на себя за боковую стенку косички. У нас получилось две открытые петли, одна от косички из воздушных петель и вторая, которую мы сейчас продели. Мы таким образом захватываем эти обе петли и продеваем в них еще одну новую петлю с рабочей нити. Таким получился наш столбик без накида и первая прибавка, состоящая из начального столбика, это 6-я воздушная петля, которую мы оставили, и новый столбик без накида, который мы только что продели. По вот этой верхней косичке считаем как 2 столбика без накида. Дальше нам нужно провязать 3 столбика без накида, по одному за вот эти боковые стенки косички. Также берем новую петлю с рабочей нити, продеваем за боковую стенку, вытягивая на себя. Затем захватываем 2 петли, одну, которая у нас осталась, вторую, которую только что продели, и через них продеваем новую петлю с рабочей нити. И дальше так повторяем еще 2 раза. И теперь получается, что у нас есть прибавка, а затем 3 столбика без накида. По верхней косичке можно проверить, у нас есть вот эти провязанные 3 столбика и 2 столбика от прибавки. Теперь у нас осталась вот такая поворотная петля, в нее нам нужно провязать 3 столбика без накида. Можно провязать один с этой стороны и 2 с другой стороны, когда развернемся, или наоборот, но главное, чтобы в эту петлю с одной и другой стороны всего было провязано 3 столбика без накида. Провязываем точно так же, продеваем новую петлю с рабочей нити, затем захватываем 2 открытые петли и в них продеваем новую петлю с рабочей нити. Получается, мы развернулись вокруг нашей косички, и в эту последнюю петлю мы сделали 3 столбика без накида. И теперь с этой стороны в оставшиеся 4 стенки косички, вот они, 1, 2, 3 и 4, провязываем по одному столбику без накида. Я провязываю последний 4-й столбик без накида. Дальше вот так вот поправляю все, чтобы красиво все петли проделись. И мы дошли до того места, до той петли начальной прибавки, которую отмечали. Это наш начальный столбик. И теперь от него по вот этой верхней косичке считаем, по кругу у нас должно было получиться 12 петель, 12 столбиков без накида.
Дальше я снимаю маркер с нашего начального отмеченного столбика и, наверное, уже буду использовать нить контрастного цвета, чтобы знать, где начало ряда. А закончить ряд и соединить первый и последний столбик нужно вот такой соединительной петлей за вот эти обе стенки нашего первого начального столбика. Берем открытую петлю, таким образом продеваем, также вытягиваем на себя и соединяем. Таким получился наш первый ряд. Второй ряд мы начинаем с воздушной петли подъема. Для этого берем новую петлю с рабочей нити и продеваем в оставшуюся открытую петлю. Так мы сделали петлю подъема, и опять я ее буду считать как первый начальный столбик без накида. Дальше нам нужно сделать 2 прибавки. Прибавка у нас состоит из 2 столбиков без накида. Один, получается, начальный у нас уже есть. И теперь сюда же, в это место, где мы соединяли, делали соединительную петлю, мы провязываем еще один столбик без накида. Теперь, когда мы будем делать прибавки, мы будем провязывать 2 столбика без накида в 1 столбик без накида прошлого ряда за обе стенки верхней косички. Готова первая прибавка. Поправляем начальный столбик, чтобы его не потерять, так как потом, когда мы закончим ряд, в него мы будем делать нашу соединительную петлю. По верхней косичке считаем 1, 2. 2 столбика без накида. Готова первая прибавка. Дальше делаем вторую прибавку. За обе стенки косички столбика прошлого ряда делаем 2 новых столбика без накида. Готова наша вторая прибавка, и у нас 4 новых столбика без накида в этом ряду. Дальше нам нужно провязать 3 столбика без накида, по одному, за обе стенки косички каждого столбика прошлого ряда. Готовы наши новые 3 столбика без накида, и мы опять пришли к нашему этому развороту, и сюда мы провязываем 3 прибавки, получается вот эти следующие 3 столбика прошлого ряда, по 2 новых столбика без накида за каждую такую петлю. Провязываем всегда за обе стенки косички. Я сделала 3 прибавки, всегда после чего продеваю прибавки вот так вот немножко поправляю вязание, чтобы петли полностью проделись. И наши 3 прибавки это вот эти последние 6 столбиков без накида. Дальше провязываем 3 столбика без накида, по одному в каждый столбик прошлого ряда. Я провязала 3 столбика без накида, и у нас остался один непровязанный столбик с прошлого ряда, в него мы делаем прибавку. 2 столбика без накида. Готова наша прибавка, и всего в ряду у нас теперь должно было получиться 18 столбиков без накида. Начиная с петли подъема, считаем по кругу по верхней косичке и проверяем. И завершаем ряд соединительной петлей. Вот в эту начальную петлю подъема продеваем оставшуюся открытую петлю за обе стенки. И таким получился наш второй ряд. Перед тем, как начать вязать третий ряд, перемещаю контрастную нить на ряд выше. Так делаю каждый раз, чтобы не потерять начало ряда. И дальше делаю воздушную петлю подъема. Затем нам нужно 2 раза повторить комбинацию 1 столбик без накида, 1 прибавка, 1 столбик без накида, 1 прибавка. В прошлые 2 ряда мы считали начальную петлю подъема как первый столбик, начальный. Но теперь я решила оставить отдельно петлю подъема и отдельно провязывать новый столбик. Получается, за следующие вот эти 2 стенки, в которые мы делали нашу соединительную петлю в прошлом ряду, провязываем 1 столбик без накида. И теперь у нас есть такая петля подъема, которую мы считать не будем, а будем проверять по вот этой верхней косичке, начиная с первого столбика без накида. Далее в следующий столбик прошлого ряда мы провязываем 2 новых столбика без накида, делая прибавку. Готова наша прибавка и комбинация 1 столбик без накида, 1 прибавка. В следующие 2 столбика повторяем 1 столбик без накида, затем 1 прибавка.
Я провязала столбик без накида и прибавку, и таким образом 2 раза повторила эту комбинацию. Дальше в следующие 3 столбика мы провязываем по одному столбику без накида. И далее мы опять провязываем наш разворот. И нужно повторить комбинацию, которую делали в начале, 3 раза. 1 столбик без накида, 1 прибавка. Так повторяем 3 раза. В один столбик прошлого ряда провязываем 1 новый столбик без накида, а в следующую 2 новых столбика без накида, делая прибавку. Так чередуем. Я доделываю 3-й раз комбинацию, провязывая последнюю прибавку. И таким образом поправляю петли, чтобы они полностью проделись. И готов наш вот такой разворот. Дальше мы поворачиваемся и в следующие 4 столбика провязываем по одному новому столбику без накида. Готовы 4 новых столбика без накида, и у нас осталась одна непровязанная петля прошлого ряда, в нее делаем прибавку. Так, мы закончили наш 3-й ряд, и дальше, чтобы проверить, будем считать столбики по верхней косичке, пропуская начальную петлю подъема. У нас по кругу должно было получиться 24 столбика без накида. У меня все 24 столбика на месте, и дальше мы делаем соединительную петлю не в петлю подъема, как раньше, а в первый провязанный столбик без накида. За обе стенки таким образом вытягиваем на себя. Готов 3-й ряд. 4-й ряд также начинаем с воздушной петли подъема. Продеваем новую петлю с рабочей нити в оставшуюся открытую петлю. И также мы ее больше не будем считать как начальный столбик, а просто как петля подъема. Фиксируем контрастную нить, и здесь мы также делаем комбинацию, но теперь это 2 столбика без накида, прибавка, 2 столбика без накида, прибавка. Получается, повторяем 2 раза. Первый столбик без накида мы провязываем за обе стенки столбика прошлого ряда, в которые делали соединительную петлю. Готов первый столбик без накида, дальше делаем еще один в следующую петлю, а потом прибавку. Я довязала первую комбинацию, и вот что получилось. Петлю подъема не считаем, а дальше у нас по верхней косичке 4 новых столбика без накида. 2 по одному и 2 от прибавки. Дальше повторяем эту комбинацию еще раз. Я провязала еще 2 столбика без накида и прибавку, поправляю петли, и дальше нам нужно в следующие 3 столбика прошлого ряда провязать по одному новому столбику без накида. Я провязала 3 столбика без накида, и дальше для нашего разворота мы повторим нашу начальную комбинацию 2 столбика без накида, прибавка 3 раза. Я провязала комбинацию 2 столбика без накида, прибавка 3 раза, поправляю петли и дальше поворачиваюсь, и в следующие 5 столбиков прошлого ряда провязываю по одному новому столбику без накида. Провязаны 5 столбиков без накида, и в оставшуюся последнюю петлю прошлого ряда делаем прибавку. И теперь нам нужно по верхней косичке посчитать и проверить, чтобы у нас было 30 столбиков без накида. Петлю подъема не считаем, пропускаем. У меня все столбики на месте, и дальше мы опять делаем соединительную петлю в первый провязанный столбик без накида за обе стенки. Вытягиваем оставшуюся открытую петлю. Готов наш 4-й ряд. Далее 5-й ряд также начинаем с воздушной петли подъема. И дальше у нас опять комбинация, на этот раз состоящая из 3 элементов. Столбик без накида, прибавка, 2 столбика без накида. Затем опять столбик без накида, прибавка, 2 столбика без накида. Повторяем комбинацию 2 раза. Первый столбик мы провязываем за обе стенки
столбика прошлого ряда, куда делали соединительную петлю. Первый столбик без накида есть, дальше делаем прибавку, потом 2 столбика без накида. Я провязала комбинацию один раз, и вот что мне получилось. Столбик без накида, прибавка, затем 2 столбика без накида. Теперь повторяем это еще раз. Я провязала комбинацию второй раз, поправляю петли и дальше в следующие 3 столбика прошлого ряда провязываем по одному новому столбику без накида. Готовы 3 столбика без накида, и дальше на нашем развороте повторяем нашу комбинацию 3 раза. Столбик без накида, прибавка, 2 столбика без накида, столбик без накида, прибавка, 2 столбика без накида, столбик без накида, прибавка, 2 столбика. Я провязала комбинацию 3 раза и дальше разворачиваюсь и в следующие 6 столбиков прошлого ряда провязываю по одному столбику без накида. После чего провязано 6 столбиков без накида, у нас остается одна непровязанная петля прошлого ряда, делаем туда прибавку. Провязаны все столбики 5-го ряда, поправляем их и считаем. В этом ряду у нас должно было получиться 36 столбиков без накида. Начинаем считать с первого провязанного столбика, пропуская петлю подъема. Заканчиваем ряд, делая соединительную петлю в первый провязанный столбик за обе стенки. Хорошенько фиксируем нить в начале 6-го ряда и делаем воздушную петлю подъема. И следующие 5 рядов с 6 по 10 мы будем провязывать без убавок и прибавок по кругу по одному столбику без накида. Как всегда, провязываем за обе стенки столбика прошлого ряда. В каждом ряду у нас будет по 36 столбиков без накида. Мы будем делать всегда петлю подъема и потом в столбик прошлого ряда, куда делали соединительную петлю, провязываем первый столбик без накида. И дальше продолжаем вязать по кругу до конца ряда по одному новому столбику без накида. Контрастную нить оставляем в начале 6-го ряда. Это нам поможет не сбиться и в конце посчитать, если есть все 5 рядов. Я провязала 36 столбиков без накида в своем 6-м ряду и заканчиваю ряд соединительной петлей. Пропускаю петлю подъема, которую делали в начале, и продеваю оставшуюся открытую петлю за обе стенки верхней косички от первого провязанного столбика без накида. Затем 7-й ряд также начинаю с воздушной петли подъема. И так провязываю еще 4 ряда. Начинаю воздушной петлей, провязываю 36 столбиков без накида, заканчиваю соединительной петлей. Так до 10-го ряда. Я провязала 5 рядов по 36 столбиков, готов мой 10-й ряд. И вот теперь от контрастной нити можно посчитать и проверить, есть 5 рядов вверх. Основа нашей сумки начинает обретать вот такую форму. Заканчиваем наш 10-й ряд также соединительной петлей в первый столбик без накида. 11-й ряд начинаем с воздушной петли подъема. И в этом ряду нам уже нужно будет сделать 2 убавки. Сначала провязываем 2 столбика без накида. Первый столбик, как всегда, в место, куда продевали соединительную петлю. Затем в следующий столбик прошлого ряда еще один новый столбик без накида. Мы провязали 2 столбика без накида, и следующие 2 столбика нам нужно соединить, сделать убавку. Для этого мы берем новую петлю с рабочей нити и продеваем не за обе стенки, а только за переднюю стенку следующего столбика прошлого ряда. Сначала проденем за переднюю стенку одного столбика, затем другого. Берем новую петлю с рабочей нити и продеваем за переднюю стенку следующего столбика прошлого ряда. Затем, не отпуская эту петлю, дальше продеваем ее за переднюю стенку следующего уже столбика прошлого ряда. Дальше провязываем как обычный столбик без накида. Берем оставшиеся 2 петли и продеваем через них новую петлю с рабочей нити. Таким образом мы сделали убавку и соединили 2 столбика прошлого ряда в один новый. Дальше мы провязываем 15 столбиков без накида, по одному новому столбику в каждый столбик прошлого ряда. Провязываем как обычные столбики без накида уже опять за обе стенки косички.
Я провязала 15 столбиков без накида, и теперь нам опять нужно сделать убавку. 2 столбика соединить в один за передние стенки косички. Также берем новую петлю с рабочей нити, продеваем за переднюю стенку одного столбика, затем сразу за переднюю стенку второго столбика. После захватываем 2 петли и продеваем через них новую петлю с рабочей нити. Так мы сделали вторую убавку в этом ряду, и оставшиеся 15 петель мы провязываем обычными столбиками без накида, по одному, каждый столбик прошлого ряда. И теперь у нас в ряду уже будет не 36, а 34 столбика без накида. Я провязала все 15 столбиков без накида, дошла до конца ряда и точно так же делаю соединительную петлю в первый провязанный столбик без накида. Готов наш 11 ряд, и дальше мы опять фиксируем контрастную нить в начале ряда, так как следующие два ряда, 12 и 13, мы провязываем без убавок и прибавок по 34 столбика в каждом ряду. Начинаем, как всегда, с воздушной петли подъема, затем по одному столбику без накида в каждый столбик прошлого ряда. Я провязала 2 ряда по 34 столбика без накида в каждом и заканчиваю 13 ряд соединительной петлей в первый столбик без накида. И готова наша основа сумки. Вот что у нас должно было получиться. Такой красивый рисунок с одной и другой стороны. Ну а по желанию можно провязать еще несколько рядов вверх, чтобы сделать основу чуть больше. А мы дальше оставляем 3 открытые петли и отрезаем рабочую нить. У нас одна соединительная петля открытая и 2 с рабочей нити. Эти 2 с рабочей нити мы разрезаем, чтобы остался длинный кончик. И дальше этот кончик продеваем в оставшуюся открытую петлю и затягиваем. Затем находим следующий столбик прошлого ряда и за обе стенки верхней косички продеваем кончик и выводим его наизнанку. Дальше на изнанке захватываем стенку столбика на ряд ниже, делаем аккуратный узелок. И потом оставшийся кончик с помощью крючка или просто руками продеваем в петли и прячем. По желанию можно отрезать и сделать более маленький кончик и пришить его. Теперь наша основа полностью готова, и дальше мы будем делать шею. Также продолжим вязать белой пряжей, но присоединим новую рабочую нить. Сначала мы находим лицевую сторону нашей основы. Здесь, где у нас есть такие соединения от начала и конца ряда, это задняя часть сумки. А вот эта часть передняя. И с этой стороны мы начнем вязать шею. Нам нужно найти 9 боковых петель. Если вот так вот поставить крючок или контрастную нить, считаем, и у нас должно получиться 9 петель по верхней косичке. Получается 4 с одной стороны, 4 с другой и 1 прямо сбоку. И вот с этого места, получается, на задней части мы начнем вязать. Я отмечаю это место контрастной нитью. Дальше отсчитываю 9 петель и отмечаю второе место. Я поставлю маркер, но можно также взять контрастную нить другого цвета. Дальше переворачиваем нашу сумку на заднюю часть, откуда мы начнем вязать, и берем нашу новую пряжу, чтобы присоединить ее. Снимаю контрастную нить и в это место за обе стенки косички продеваю новую петлю с рабочей нити. Сначала также проверяю, чтобы петли хорошо держались и не расходились. У меня одна разошлась, а следующая крепко держится. Ее и продеваю. За обе стенки вытягиваю на себя. А дальше делаю воздушную петлю подъема. Теперь в это же место провязываю 1 столбик без накида. И дальше мы будем вязать не в этом направлении, а вот так вот разворачиваемся и соединим наше вязание с одной и другой стороны. Следующий столбик без накида сделаем в 9-ю петлю, которую отметили маркером, и пойдем в этом направлении. Я снимаю маркер и беру новую петлю с рабочей нити и продеваю за обе стенки, таким образом также вытягивая на себя, уже с этой стороны. Затем беру оставшуюся открытую петлю от прошлого столбика, петлю, которую продела, и продеваю через них новую петлю с рабочей нити, провязывая второй столбик без накида. И дальше продолжаю вязать первый ряд шеи в этом направлении. Оставшиеся 7 столбиков прошлого ряда провязываю по одному новому столбику без накида. Всего в первом ряду у нас получится 9 столбиков без накида. Я довязываю последний столбик без накида в этом ряду, и вот я дошла до первого столбика без накида, который мы делали в начале. Ряд завершаем уже знакомым нам способом соединительной петлей за верхнюю косичку первого столбика без накида. Так мы закончили наш первый ряд, и вот что должно было получиться. Лучше перепроверить и посмотреть, если у нас есть все 9 столбиков без накида.
Во втором ряду нам нужно будет сделать 2 убавки. Начинаем ряд с воздушной петли подъема. И дальше сразу делаем убавку. Следующие 2 столбика провязываем за переднюю стенку вместе. Берем новую петлю с рабочей нити, провязываем за переднюю стенку следующего столбика, затем сразу за переднюю стенку второго столбика, а затем провязываем как столбик без накида. Так мы сделали первую убавку и соединили 2 столбика в один, а в следующие 3 столбика прошлого ряда делаем по одному новому столбику без накида. И дальше здесь, получается, на развороте делаем вторую убавку. Соединяем 2 столбика прошлого ряда в один за передние стенки. Так мы сделали вторую убавку и оставшиеся 2 столбика прошлого ряда провязываем по одному новому столбику без накида. В конце мы опять сделаем соединительную петлю, но у нас должно было получиться уже 7 столбиков без накида в ряду. Делаем соединительную петлю, а затем воздушную петлю подъема для начала третьего ряда. И дальше мы продолжим вязать нашу шею уже без убавок и прибавок такими рядами из 7 столбиков без накида с 3 по 22 ряд. По кругу провязываем, заканчиваем соединительной петлей, а затем делаем петлю подъема в начале ряда. Также в начале третьего ряда фиксируем контрастную нить и не снимаем ее, пока не провяжем все наши 20 рядов по 7 столбиков без накида в каждом. Я провязала все 20 рядов с 3 по 22 и такая шея у меня получилась. От места, где есть контрастная нить, можно посчитать и перепроверить. В конце 22 ряда мне осталось сделать соединительную петлю, но сначала я отрежу белую пряжу, так как она мне больше не понадобится. Я оставляю открытую петлю от столбика без накида и 2 открытые петли с рабочей нити и отрезаю пряжу. Затем эти 2 петли также разрезаю, чтобы остался кончик. И делаю соединительную петлю, завершая в 22 ряд. Дальше берем пряжу желтого цвета или тот цвет, который вы выбрали для клюва. Вначале также проверяем, чтобы петли не расходились, доходим до той, которая крепко держится, и с помощью нее продеваем и делаем воздушную петлю подъема, продеваем в открытую белую петлю. Дальше берем кончики желтой и белой пряжи и завязываем между собой. Кончики можно отрезать и сделать покороче, или же оставить так и просто спрятать внутрь шеи, их там не будет видно. В первом ряду клюва нам нужно сделать 2 убавки, из 7 столбиков останутся 5. Начинаем мы с убавки, находим передние стенки 2 следующих столбиков, первый это в тот, который мы делали соединительную петлю, и следующий. И провязываем вместе уже желтой пряжей. Готова наша первая убавка, мы 2 столбика прошлого ряда соединили в один. Следующие 2 столбика провязываем по одному столбику без накида. Затем следующие 2 столбика прошлого ряда делаем убавку, соединяем в один. Готова наша вторая убавка, и в последний столбик прошлого ряда провязываем один новый столбик без накида. Так у нас получится 5 столбиков без накида в этом ряду. По верхней косичке можно посчитать и проверить, если есть все столбики, ну а мы дальше, перед тем как свяжем последний ряд, добавим глазик. Я буду использовать глазки на безопасном креплении и попробую размер 10 мм и 8 мм. Так, мне кажется, смотрится более аккуратно и симпатично, поэтому оставлю размер 8 мм. И дальше фиксирую глаз с помощью этого крепления, которое идет в комплекте. Чтобы глаз хорошо держался и не выпадал, я продеваю его не между столбиками, а именно в один столбик, чтобы он плотно проходил и не вылезал, если его потянуть с изнанки. Дальше продеваю, добавляю крепление и хорошо фиксирую.
По желанию глазик также можно вышить черными нитками, сделать такой кругляшок или просто галочку. А мы возвращаемся и продолжаем вязать наш клюв. Заканчиваем первый ряд клюва также соединительной петлей в первый столбик без накида. И начинаем следующий ряд с воздушной петли подъема. И в этом ряду нам нужно опять сделать 2 убавки. Из 5 столбиков сделать 3. Мы начнем с убавки, затем 1 столбик без накида и опять убавка. Первые 2 столбика провязываем за переднюю петлю, соединяем и делаем убавку. Затем следующий столбик прошлого ряда провязываем 1 столбик без накида. И заканчиваем ряд опять убавкой, 2 столбика провязываем вместе. Так мы сделали второй ряд клюва, и это у нас последний ряд, и заканчиваем мы его также соединительной петлей в первый столбик без накида. Дальше мы отрезаем желтую пряжу, оставляем открытую соединительную петлю и еще 3 петли с рабочей нити, затем отрезаем. Эти 3 петли разрезаем, чтобы остался кончик. И этот кончик продеваем в нашу оставшуюся открытую петлю. Так мы закончили и удлинили наш клюв. Дальше продеваем наш кончик за боковую стенку столбика и делаем аккуратный узелок. Можно даже завязать 2 раза, а затем кончик выводим и прячем внутрь клюва. Такой получилась наша ручка сумки, и дальше нам остается ее только пришить с этой стороны. Для этого мы берем нашу белую пряжу и отсчитываем 10 петель, затем отрезаем нить. Эти 10 петель аккуратно разрезаем, чтобы получился длинный кончик, и мы будем пришивать шею к основе. Я беру длинный кончик из плюшевой пряжи и продеваю в иголку с большим ушком. И начинаю пришивать. Клюв и глаз должны быть чуть-чуть ниже основы. Продеваю пряжу, захватывая переднюю и заднюю часть, чтобы вот так их соединить. Вывожу иголку через шею гуся, выше глаза. Захватываю 1 столбик и возвращаюсь, также продевая за переднюю и заднюю часть основы. Тут можно начальный кончик и пряжу завязать, чтобы хорошенько закрепить. И продолжаем дальше по такому же принципу зашивать. Также можно пройтись чуть ниже и пришить получше голову к передней части основы, чтобы она не болталась и ручка крепче держалась. После чего ручку хорошенько пришили, также делаем аккуратный узелок, отрезаем длинный кончик, а оставшиеся кончики все прячем в вязание и по желанию можно их пришить, чтобы лучше держались. И такой получилась моя сумка-гусь. Результатом я очень довольна. Как я и говорила, по желанию можно связать больше рядов основы и сделать ее чуть больше, или же попробовать связать из больших петель Alize Puffy. Сумка получится еще больше и плотнее, но такая же красивая. А как вам такой результат?